Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, близится 25 января, и вы знаете, это один из, наверное, из лучших дней для проведения практики очищения своего дома. Поэтому обязательно 25 января проведите эту практику для того, чтобы очиститься от негатива, от плохих мыслей и открыться потоку изобилия, достатка и благополучия. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы узнаете для себя очень много полезной, важной, нужной информации, а также рекомендаций на 25 января 2022 года. Всем приятного просмотра! Вы знаете, наш дом или наша квартира, вне зависимости, она съемная или ваша, но мы в любом случае изо дня в день приходим в это место, где проводим достаточно много времени, где мы отдыхаем, где мы думаем, где мы, что немаловажно, восстанавливаем свои силы и энергию. И очень важно, чтобы вы всегда следили за чистотой. Не только физической, в плане убрать пыль, навести порядок, чтобы вещи были разложены, но и также очень важно, чтобы вы следили и за энергетической чисткой своего пространства. И 25 января это один из лучших дней для проведения вот такой вот практики очищения. Поэтому 25 января обязательно уделите время себе и обязательно уделите время своему дому. Это никогда не будет лишним, а 25 января это даже будет еще во благо и приумножится. И вы это можете сделать самыми простыми практиками. Но здесь главное ваше желание и, конечно же, ваше время. Поэтому выбирайте, когда вам будет комфортнее и удобнее, и обязательно займитесь этими практиками. Давайте начнем с того, что постарайтесь 25 января с утра выпить водичку натощак. Причем неважно, это будет просто вода, возможно, чай или кофе. Но лучше всего, если вы натощак выпьете водичку, потому что когда выпиваете вы водичку комнатной температуры, возможно, это с лимончиком, с медом, то в этот момент обязательно слушайте свое тело, свои ощущения. И когда будете пить, обязательно скажите вслух или мысленно просьбу на водичку, чтобы очистить ваше тело от дурных мыслей, от негатива, от зависти, от злости. Вы сами лучше знаете, какие грешки за вами. И наполнить себя силами здоровья, изобилия, достатка, благополучия. Вы лучше знаете, что вам необходимо в данный момент и в данное время. Также уделите внимание обязательно вечером своему телу. Полежите в ванной, потому что именно так, это, наверное, один из прекрасных способов очищения, особенно если вы воспользуетесь морской солью. Растворенная в воде соль, она способна смывать отрицательную энергетику, которая накопилась у вас за определенное время. Для этого вам нужно растворить несколько ложек морской соли и полежать в ней минут где-то 15-20. Также эту практику вы можете проделывать после тяжелого рабочего дня или когда вы чувствуете внутри себя такое вот напряжение, например, возможно, после ссоры или общения, например, с неприятным человеком. Если у вас нет ванны или вы очень заняты, в любом случае проведите такую практику. Тогда возьмите горсть соли и натрите свое тело, и после этого хорошо помойтесь в воде под душем. Также напоминаем вам, что 25 января мы с вами должны провести обязательно чистку своего дома. И вы знаете, есть универсальный способ очищения от негатива. Это с помощью соли. Мы все ее прекрасно знаем, уважаем, ценим, проводим в различных практиках. И, конечно же, свеча. А соль, как магнит, она притягивает энергию негативных слов, мыслей, наших дел, которая накопилась в воздухе в нашем доме, а также на твердых поверхностях и растениях. А вот свеча, она очищает пространство. Поэтому возьмите небольшую тарелочку, но в этой тарелочке, пожалуйста, уже не используйте для питания, для еды.
и насыпьте туда соль. Далее ставьте эту тарелочку на стол или в комод в центре, или около центра комнаты. Делаем обязательно во всех помещениях. Особенно постарайтесь провести эту практику, уделить больше внимания в тех помещениях, в тех комнатах, где вы чаще всего находитесь. Возможно, это у вас спальня или кухня, у кого-то это может быть гостиная. И обязательно рядом с тарелочкой зажгите на минут где-то 15-20 свечу. И далее, после того, как свеча прогорит, оставьте ее. Помните, что мы с вами соблюдаем правила техники безопасности. И вот эту мисочку мы оставляем с солью на целую ночь. Обязательно смотрите, чтобы свеча догорела. Ни в коем случае мы ее с вами не тушим. Это очень важно. Что мы делаем с солью? Потому что соль, она впитала весь негатив, и вот те вот негативные вибрации, которые, возможно, были в вашем доме или в вашей квартире, обязательно ее нужно смыть в унитаз. Ну, не просто смыть, а поблагодарить за то, что с помощью вас, с помощью такой магической силы, как соль, вы провели вот такую волшебную практику. Благодарили, смываете в унитазе. После этого обязательно помойте тарелочку, но большая просьба не оставлять ее на виду, чтобы поменьше ваших близких, родственников, во-первых, видели ее, чтобы ее ни в коем случае не взяли, а то, знаете, как бывает так, что посуды нет чистой, откроем все шкафчики, найдем самую чистую тарелку, и вот, может быть, попадетесь на ту тарелку, с помощью которой вы проводите практики. Поэтому, чтобы такого не было, обязательно эту тарелочку спрячьте. И, конечно же, если вы чувствуете, что вам этого недостаточно, то есть вы чувствуете, все равно вам тяжело, через пару дней повторите эту практику. Благо у нас с вами убывающая луна, обращаем ваше внимание до конца, до 31 января, значит, мы с вами можем проводить практики на очищение, на избавление от негатива, от того, что, возможно, застоялось. Очень комфортно сейчас проводить и уборки, вымывать все углы, вымывать, все проверять, отказываться от ненужного в своей жизни, в том числе и от вещей. Ну, друзья, обращаем ваше внимание, что именно 25 января, вот именно практика с солью, она достаточно будет очень сильна, потому что в этот день именно энергии построены так, идут с космоса, которые стремятся в нашу жизнь, чтобы очистить нас от негатива. И когда мы со своей стороны еще и проводим вот такую вот практику, достаточно сильную практику, мы таким образом действительно сами, то есть мы, знаете, показываем Вселенной, высшим силам, космосу, что да, мы готовы избавляться от этого негатива, от этого всего, что нам, возможно, мешает двигаться, развиваться и идти вперед. Поэтому обязательно проведите эту практику, не пожалейте своего времени, сил и энергии. Кроме того, обращаю ваше внимание, что когда будете проводить эту практику, будьте в хорошем настроении и отключите телефоны, гаджеты, телевизоры, потому что часто бывает так, что как только мы начинаем проводить практики, особенно на очищение от негатива, от диссонансных всевозможных вибраций, в этот момент начинает там кто-то звонить нас, начинает беспокоить, что-то просить у нас и так далее. Поэтому, чтобы этого не было, вот пока вы занимаетесь проведением практики, пока вы занимаетесь на энергетическом уровне проведением вот этой практики, постарайтесь отключить все свои телефоны и гаджеты. Кроме того, для начала обязательно не забудьте провести и уборку в своей квартире или в доме. Не получается сделать генеральную, но хотя бы сделайте вот влажную, сделайте уборочку, такую легкую уборочку, включите пылесос, провытирайте пыль. После этого уже займитесь и энергетической уборочкой. Друзья, мы надеемся, что эта информация очень была важна, полезна. Обязательно напишите в комментариях, будете ли вы проводить эту практику, потому что это очень важно. Чем больше людей проведут эту практику, тем вероятность того, что вы запустите в своей жизни положительные процессы. Мы надеемся, что это вам поможет, потому что эта практика неоднократно делалась, а 25 января мы с вами запускаем определенные моменты в нашу жизнь и в нашем космосе.
Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Мы вас всех, кстати, поздравляем с праздником День Святой Татьяны. Если у кого Татьяна, обязательно не забудьте поздравить с этим праздником, пожелать им всего самого наилучшего. Возьмите обязательно какой-то символический подарочек, вручите. Татьянам будет это приятно. Вот, ставьте обязательно лайк и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами услышимся уже в следующем видео.